Всем привет, дорогие друзья! Вы по-прежнему на канале «Мы в Испании». Для тех, кто впервые зашел на наш канал, мы здесь рассказываем о жизни в этой замечательной теплой стране Испании. Соответственно, не забывайте подписаться на канал. Это сделать очень просто. Вы видите кнопочку «Подписаться», а также поставить свои лайки под видео и порекомендовать нас друзьям для того, чтобы нас стало больше в этом сообществе, и будет интереснее общаться, мы будем рассказывать вам о жизни в Испании. Тема сегодняшнего нашего ролика почему нужно уезжать из Испании. Вот такая вот сегодня у нас будет с вами тема. Об этом я хочу с вами сегодня поговорить. Почему нужно уезжать из Испании? Так почему же нужно уезжать из Испании? Испания достаточно теплая, хорошая, комфортная страна. Вот для нашей семьи в частности. Действительно, здесь хороший климат, хорошая природа, еда, отдых, путешествия. Она очень интересная как на юге, так и на севере. Но действительно, в некоторые месяцы, например, июль-август, здесь достаточно жарко, до 42 градусов жары. И многие люди действительно говорят, нужно уезжать куда-то на север. Возможно, это будет Норвегия, Финляндия, может быть, там Германия, какие-то другие северные страны. Поэтому, да, вот так сложилось, что летом, в июле, в августе нужно уезжать отсюда для большинства людей, которые здесь живут постоянно. Но, тем не менее, дорогие друзья, многие из вас говорят, что мы, наоборот, любим жару, наоборот, приезжаем сюда в июле, в августе. Но я хочу вам сказать, что многие из вас приезжают сюда на отдых, на неделю, 2-3 месяца. И действительно, можно получать в это время удовольствие, если вы приезжаете из северных холодных стран. Но так как мы здесь живем круглый год, для нас это такое уже достаточно серьезное испытание, потому что у нас жара начинается и в мае, и в июне, продолжается в сентябре, в октябре, вот сейчас ноябрь. Смотрите, какая прекрасная погода, и пляжный сезон у нас закончился только в октябре. Поэтому вот в июле, в августе нам действительно жарко и нужно уезжать там, где прохладно. Кроме того, еще есть некоторые причины, по которым нужно уезжать из Испании. О них я вам сейчас тоже расскажу. И кроме того, знаете, как я рассуждаю, во-первых, мы очень много путешествовали всегда и путешествуем своей семьей. И путешествовали в близлежащие страны, которые здесь рядышком находятся тоже. Замечательные, красивые, с красивыми местами, городами, прекрасной кухней, такие, например, как Франция, Германия, Австрия, Люксембург, та же Финляндия, которую я очень люблю. Но действительно нужно уезжать иногда из Испании для того, чтобы понять, наверное, насколько она нам дорога, насколько она наш дом и насколько она нам нравится. И не только это. Вот в тех странах, которые я перечислила чуть выше, там действительно очень красиво, интересно. Есть очень, например, во Франции есть Британь, которую мы посещали. Финляндия очень интересная страна. Мы были тоже вот много раз, и в этом августе были в Финляндии. Но когда приезжаешь в эти страны, понимаешь, насколько дорого там, например, питание, насколько дорого сходить в ресторан, насколько дорого там купить одежду и насколько все это доступно в Испании. То есть, когда выезжаешь, нужно выезжать для того, чтобы сравнить, в каких шоколадных условиях ты находишься здесь, в Испании. То есть здесь у нас, например, меню Дель Ди в ресторане может быть 12-14 евро, да, а вот наши знакомые очень хорошие, они бельгийцы, и они живут в Бельгии, я не буду говорить в каком городе, но это точно не столица, не Брюссель. У них свой ресторан, и вот у них блюдо может быть по 40-45 евро. Вы представляете, какой ценник будет даже на двоих сходить в их ресторан замечательный. Блюдо действительно авторской кухни, Паскаль, он сам готовит, он сам шеф-повар. У них не мишленовский еще пока что ресторан, но очень дорогие цены. Поэтому, да, путешествовать по другим европейским странам замечательно, но всегда думаешь, как хорошо возвращаться в Испанию, как здесь классно, и ценник нас устраивает, и погода, и природа. Кроме того, выезжая в Финляндию, например, всегда приятно возвращаться в Испанию, потому что здесь тепло, сухо, солнечно, вот, весело достаточно. Так что это даже очень полезно уезжать иногда в путешествие из Испании для того, чтобы понять, в каком замечательном месте мы живем.
А также вы знаете, дорогие друзья, вот мы много раз рассказывали, и, наверное, вы в принципе знаете, если вы знакомы с Испанией, что здесь вот фиеста, сиеста, то есть, знаете, такой расслабленный образ жизни, пляж может быть летом, и вообще, то есть, ну, достаточно все просто, легко, весело, может быть, да, беззаботно, кто-то скажет. И поэтому нужно иногда выезжать из Испании для того, чтобы побывать в таких странах, где пунктуально все работает, где нет сиесты, для того, чтобы совсем не облениться, для того, чтобы не расслабиться. То есть вот сейчас кто-то подумает, что я шучу, но на самом деле нет, потому что в Испании сам начинаешь чуть-чуть так расслабляться, лениться, да, вот чтобы так себя немножко мобилизовать, стоит выезжать, наверное, в другую страну, собираться с мыслями, вот, и уже так в рабочем режиме в таком находиться, более бодрым, более собранным. Может быть, кто-нибудь из вас напишет, что не все европейские страны такие дорогие, то есть не обязательно выезжать из Испании, можно съездить, например, вернее, можно не обязательно выезжать в дорогую страну, можно съездить, например, в Чехию или в Польшу, которые тоже мы посещали, нам очень нравится. Там, кстати, вкусная кухня, то есть не все действительно страны есть, где, может быть, в меню или ценник на продукты дороже, чем в Испании. Но тут уже погодные условия, да, когда ты находишься в прекрасной Польше, где мы много раз останавливались, уютные отели, приятная погода, зеленая, все. Ну, могут быть дожди, может быть холода, зимой снег. И всегда, когда попадаешь в снег, думаешь, как же хорошо мы живем в Испании, что у нас нету этого снега, он только в горах и только по желанию. Если вы желаете туда попасть, в этот снег, вы его там найдете, соответственно. То есть я к чему подвожу? Я к тому подвожу, что нужно выезжать действительно из Испании, вот не сидеть здесь, как обросшие камнем, мхом камушки, а для того, чтобы, ну, не то чтобы сравнить, а для того, чтобы понять, что вокруг прекрасные есть страны, но наше замечательное королевство Испания, оно тоже достойно любви и уважения, и мы живем вот здесь в хороших погодных условиях, природных, у нас хороший климат, хорошая еда, и вот этот размеренный образ жизни, сиеста, в ней тоже есть очень много приятного и полезного. Но чтобы в конец не облениться, можно съездить в страны, где вот прям все работают, где распорядок дня, где нету сиесты, фиесты, и мобилизовать свои силы, и с новыми рабочими силами приехать в Испанию и здесь, так сказать, строить свой бизнес, работать, не покладая рук, засучив рукава. А? Продолжать отдыхать, да? Продолжать отдыхать, да. Вот эту мысль я хотела, собственно, до вас донести. Вы пишите свои размышления внизу, как вы вообще думаете. А может быть, вы живете здесь безвылазно. Но, во всяком случае, как альтернатива поездок, есть север замечательной Испании. Замечательные города, океан. А мы находимся сегодня на побережье нашего любимого Средиземного моря. Погода, в общем-то, градусов 20 сейчас. Замечательное голубое небо, замечательная природа, погода и кусочек этой красоты мы, как всегда, дарим вам с позитивом и хорошим настроением. А вам желаем удачи, добра. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Всего вам самого наилучшего. Адьос, амигос. Чао. Пока-пока.